Всем привет! Вы на канале Аксель Франк. Будет два видео про пропажу кота Арчи, про этот блокбастер, про этот триллер. Сегодня первая часть. Значит, 19 числа, это был понедельник, вот прошлой неделе, 9 дней назад, мы выпустили с утра котов. И Арчика не было, он обычно приходит вечером. Вечером и нет, и нет. Ох, смотрите, это с маленькими утятами. У нее 4 утенка. Такие уже подросли. Совсем маленьких было 5, одного потеряла. Давай им кину. Давайте, малышня. Вот, короче, случилось так, что вечером тоже не пришел, бывает, загулял. Утром, я ходил, посмотрел вечером, конечно, не нашел. Вот, остался, лег спать, утром тоже нет. Вот папан плывет, да. Нет, это другие какие-то. Все они. Вот. А что делать? Коты пропадают. Есть вариант, что он уходит сам. Кот просто может уйти сам. Тогда беспокоиться надо начинать где-то после 5-го дня. Обычно коты кастрированные, они ходят до 1 километра, уходят максимум. То, что кастрированные, не кастрированные, на самом деле большой роли не играет. Просто не так далеко гуляют кастрированные. Но в принципе пойти гулять, то есть у них инстинкт все равно сохраняется. Они как бы не знают, что делать, но сходить погулять они могут. Естественно, я после этого ходил каждый день, ходил везде. Котов, если что, искать надо ночью. Почему их надо ночью искать? Потому что они, если он пошел гулять, такой загул, он днем прячется. Днем прячется, а ночью начинает куролесить. Обычно с 3 часов ночи, с 2-3 и до утра у них происходит это гуляние. Соответственно, если ты хочешь кота найти, надо искать ночью. Я и ночью ходил, и вечером ходил, и далеко ходил, и на машине ездил, смотрел по бокам. Это в прошлой неделе это был полный кошмар. Естественно, мы сделали все, что необходимо в этом случае. То есть сайт, где чипированные коты, там ты можешь информацию дать про то, что пропала кошка. Если чипированная кошка, она пропадает, там ставится отметочка, и ветеринар, если к нему приведут такого кота, такую кошку, он заметит, что животное в розыске. И, соответственно, там есть адрес, телефон хозяина. Мы дали объявление на интернет-ресурсах, которые тут есть, карентийские, найденные и пропавшие животные. То есть ты им даешь объявление с фотографией, с данными. Это продолжалось. Естественно, и ни сна толком нету, ни настроения, вообще ничего. И я обошел всех соседей. Естественно, обошли соседей, там кто есть, кто присутствовал, всех поговорили. А я обошел все дома, которые без хозяев. Нету никого, в будний день, пустой дом стоит, участок пустой, там какие-то сараи. Просто прошел, позвал. Просто если там он как-то захлопнулся, как-то оказался внутри, или просто там прячется, может, голос подаст. Все бесполезно. То есть это продолжалось. Я обошел все, и соседние, после соседней переговорил со всеми соседями, с кем знаком, с кем общаюсь, со всеми переговорил. То есть в общину съездили, в общине дали, повесили на заборе дома, на заборе на внешнем, там висело объявление с фотографией Арчи, в том плане, что если вы меня видели, позвоните, пожалуйста, моим хозяевам. И так, когда прошел 5-й день, надежды все меньше и меньше становилось. Первый вариант, кот ушел сам гулять, да, второй вариант, он погиб.
но если погиб, должно где-то тело быть. Ну как погиб? Каких диких животных, которые могли бы его съесть? Вот такого размера кота нет. Тут нет таких диких животных. Ну это в лес надо идти, там волки, ну, чтобы он в лес пошел. Машина. Но если машина сбила, но тоже остается тело, как-то это все. У нас машины на большой скорости не ездят. Арчик, он в отношении машин, он их боится, он увидит, он сразу прячет. То есть предположить, что Арчик там где-то под машину попал, то ну тоже вряд ли. Кроме того, у меня есть чувство такое, у меня, сколько себя помню, я чувствую, когда умирает кто-то из близких. Не только людей, но и животных. Вот когда Пуша умерла, она ко мне пришла. То есть ко мне приходят как бы прощаться. И даже если я не знаю, но у меня есть история, там я бабушку почувствовал, когда умирала. Ну, я все это чувствую, да. И про Арчика у меня чувства не было, что вот он не приходил прощаться. Вот. И я чувствовал, что он живой. Соответственно, остается третий вариант. А третий вариант какой? Третий вариант у нас украли. Ну, взяли. Котик красивый, ну, что бы не взять, да? Ну, то есть он оказался в какой-то ситуации, когда его смогли поймать, или он доверился кому-то, или он просто был, ну, в каком-то углу его там зажали, ну, случайно как-то его прихватили. И, соответственно, кто-то его взял с собой. Ну, в этом случае, я, так сказать, знать бы, что он жив, и пожелать ему хороших хозяев, которые бы о нем хорошо заботились. Ну, в этом отношении, но единственная надежда, если это рядом, если где-то близко, да, то кто-то найдется знакомый, кто, ну, знает, чей это кот. Ну, и как-то вот. Если далеко, если туристы были, и туристы забрали, куда-то увезли, там, в Германию, например, да, ну, единственная надежда тогда это вот эта система чипирования, да, если его отведут к ветеринару, если ветеринар проверит чип, если ветеринар окажется вот таким порядочным, что сообщит хозяевам, ну, вот, если вот набор таких случайностей, то, может быть, там через какое-то время найдется. Вот. А больше какие возможности? Больше никаких-то и нету. Вот. И вот первый вариант, что ушел погулять, но после 5-го дня уже становится маловероятным. Хотя Арчик там прокормиться мог, мышей там ловить, все это он как бы не пропал бы. Но если вот он ушел недалеко, он все равно пришел бы домой, пришел бы ночью или когда-нибудь. Если он приходит, пришел бы там Анфиса с Вилли бы оживились, там они бы его почувствовали. А он не приходил вообще. Ну, соответственно, уже вероятность маленькая. То, что погиб, ну нет, вроде не погиб, то есть никаких доказательств, что погиб, нету и чувства нету. И поэтому остался только третий вариант. Третий вариант, а тут что ты поделаешь. Я попытался посмотреть, есть ли детективы по розыску домашних животных. Оказалось, что нет, в Австрии таких нету. В Германии есть, в Австрии нет. И что советуют в таком случае? Ну, то, что мы сделали, в общем-то, вот, дать объявление, дать как бы информацию. Ладно, продолжение будет во второй части. Вторая часть будет настоящим триллером, блокбастером и миллионом вопросов, которые, в том числе, может, вы что-то сможете по этому поводу сказать. Ладно, на этом все, пока-пока.